Приветствуем вас на канале Фактограф. В этом видео речь пойдет о самых удивительных озерах нашей планеты. Озеро – это замкнутое углубление в суше, которое заполнено водой и не связано с мировым океаном. Озера могут быть пресными или солеными, крупными и маленькими, могут располагаться в горах и на равнинах. Если вы считаете, что в этих водоемах не может быть ничего интересного, то сильно ошибаетесь. Мы покажем вам 12 потрясающих озер изумрудного, зеленого и даже красного цвета. Вы узнаете, в каком озере невозможно утонуть, а в каком можно свариться заживо, в каком водоеме находится месторождение асфальта и какое озеро сравнивают с морем. В нашей подборке будет кратерный водоем, затопленный парк, озеро, приносящее смерть всему живому и многое другое. Так что садитесь поудобнее и давайте поближе познакомимся с этими важными элементами нашей экосистемы. Лагуна Колорадо, Боливия. Потрясающее соленое озеро образовалось в горах Боливии, неподалеку границы с Чили, на территории национального парка Эдуардо Авароа. Оно выделяется на фоне окружающего пейзажа яркими красками, темно-синим цветом воды, плавно переходящим во всевозможные оттенки красного. Такой вид лагуне Колорадо придают отложения солей, пигментированные водоросли и другие микроорганизмы, населяющие водоем. Цвет воды меняется в зависимости от погоды, освещения, температуры и осадков. Средняя глубина озера составляет порядка 35 сантиметров, а по всей его поверхности пробиваются многочисленные белые островки из буры. Также в лагуне Колорадо водится редкий вид розовых птиц – фламинго Джеймса. На фоне белоснежных пиков Анд это все великолепие создает фантастическую, словно неземную картинку. Плитвицкие озера, Хорватия. В самом центре Хорватии находится крупнейший национальный парк страны, что внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь возникли Плитвицкие озера, каскад удивительных карстовых озер. Это 16 водоемов, что взаимосвязываются проливами и водопадами. Плотины из известняковых отложений отделяют озера друг от друга. С каждым годом водопадов становится все больше, и некоторые из них уже достигают нескольких десятков метров в высоту. Гористая местность, что утопает в зелени, прозрачная изумрудно-бирюзовая вода создают настолько волшебные пейзажи, что от них захватывает дух. Ученые считают, что Плитвицким озерам уже более 4000 лет, но первое упоминание о них датируется лишь 18 веком. Обустраивать местность начали в середине 20 века, и сейчас Плитвицкие озера ежегодно посещает около 1 миллиона человек. Мертвое море, Израиль и Иордания. На самом деле Мертвое море – это крупнейшее соленое озеро Земли, которое не связано с мировым океаном. Водоем расположен на востоке Иудейской пустыни, и его западная часть принадлежит Израилю, а восточная – Иордании. Берега Мертвого моря являются самым низким участником суши на планете. Они находятся на 420 метров ниже уровня моря. Уровень концентрации соли в здешней воде достигает 30 и более процентов, в то время как в океане около 3,5. За счет растворенных солей плотность воды в этом озере настолько высокая, что в нем невозможно утонуть. Здесь нет ни растений, ни живых существ, так как повышенная соленость не дает им ни шанса на выживание. Из живых организмов здесь были обнаружены лишь оомицеты и высшие грибы. Мертвое море всегда окутано таинственной дымкой, ведь расход воды происходит только путем испарения. Озера Келимуту, Индонезия. На индонезийском острове Флорес есть необычный вулкан Келимуту высотой 1636 метров. Его кратеры заполняют 3 озера, вода которых окрашена в разные цвета. В течение нескольких лет водоемы, словно хамелеоны, меняют свой оттенок от зеленого и бирюзового до кирпичного, бордового и даже черного. Изменение окраски происходит в каждом озере независимо друг от друга и объясняется химической реакцией между газом и отложенными в воде минералами. Кратерные озера – это природный феномен, который возник в результате последнего извержения Келимуту в 1968 году. Тогда в магме образовались впадины, что со временем наполнились атмосферными осадками. Местные жители верят, что в этих озерах обитают души их умерших предков. И когда души сердятся, тогда вода меняет цвет. Цветные озера считаются национальным достоянием Индонезии. Они даже были изображены на купюре 5000 рупий.
Зеленое озеро, Австрия. Сказочное озеро, окруженное густыми лесами и альпийскими горами Хохшваб, располагается в австрийской земле Штирия. Свое название Грюнерзее или «Зеленое озеро» оно получило благодаря изумрудно-зеленому цвету. На первый взгляд, кроме красивых пейзажей, здесь нет ничего необычного. Но это озеро отличается от других способностью посезонно менять уровень воды. С августа по апрель это чудесный парк с полянами, тропинками, лавочками и небольшим водоемом. Весной талая вода спускается с гор и наполняет бассейн озера. Кристально чистые ручьи затапливают территорию парка, по которому еще недавно гуляли люди. Так эта местность превращается в настоящий подводный мир под 12-метровой толщеей воды. Это рай для дайверов и подводных фотографов. Но из-за вреда уникальному озеру с января 2016 года погружение, купание и плавание здесь полностью запрещено. Озеро 5 цветов. Китай. В самом сердце национального парка Цзючжайгоу находится знаменитое озеро 5 цветов. Оно окутано множеством тайн, и некоторые из них до сих пор заводят ученых в тупик. Чистейшая вода периодически меняет цвет от желтого до темно-зеленого и чаще всего до алмазно-синего. Этот феномен объясняется наличием в воде определенных минералов, которые под воздействием солнечных лучей сменяют оттенки. Но самое интересное, что озеро 5 цветов никогда не мелеет и даже в самые холодные зимы не замерзает. Хотя близлежащие водоемы иногда высыхают, а в морозы покрываются льдом. Китайские ученые предполагают, что незамерзание происходит из-за наличия на дне озера горячих источников. Эту теорию подтверждают пузыри воздуха на поверхности воды. Однако из-за толстого слоя деревянных стволов, упавших в воду, подводные источники пока что не удалось обнаружить. Тем не менее, специалисты сумели найти здесь подводную пещеру и тоннель, соединяющий 5 цветов с окрестными озерами. Кипящее озеро Бойлинг, Содружество Доминика. В далеком 1870 году в небольшом островном государстве Доминика, что расположено в Карибском море, было обнаружено горячее озеро Бойлинг. Оно образовалось в горной местности на склоне вулкана Морнват. Озеро представляет собой тектоническую трещину, заполненную бурлящей серовато-голубой водой. От раскаленной лавы и множества горячих гейзеров вода нагревается до температуры 90 градусов Цельсия. Кипящее озеро напоминает огромную кастрюлю с настоящим кипятком, над которой поднимаются клубы пара. Добраться к термальному водоему можно только пешком. Дорога сложная и занимает в среднем 6 часов. В пути туристов ждут влажные тропические леса, ручьи с резким запахом вулканической серы, струи горячего воздуха, вырывающиеся из-под земли. Поэтому без проводника искать озеро Бойлинг категорически не рекомендуется. Озеро Медуз, Палау. На Тихоокеанском архипелаге скалистые острова, принадлежащем Республике Палау, находится одно из самых посещаемых озер мира – озеро Медуз. Слабосоленый водоем образовался около 12 тысяч лет назад. От Тихого океана его отделяет узкая полоса суши шириной всего 200 метров. Медузы, попавшие в озеро из океана, начали здесь размножаться. Благодаря отсутствию естественных врагов они со временем эволюционировали и утратили свои жала. Медузы стали безопасными для человека, поэтому с ними можно свободно плавать. Но нырять с аквалангом в глубокие воды озера Медуз запрещено. Дело в том, что нижние слои воды настолько насыщены сероводородом, аммиаком и фосфатами, что могут отравить дайвера даже через кожу. В основном в озере встречается два вида медуз – лунная и золотая. Всего в небольшом водоеме площадью 0,57 квадратных километра обитает по разным данным от 2 до 15 миллионов особей. Озеро Натрон, Танзания. В Восточной Африке, недалеко от границы Танзании с Кенией, раскинулось щелочное соленое озеро Натрон. Свое название водоем получил от огромного количества в составе воды минерала натрона, то есть карбоната соды. В период засухи озеро нагревается до плюс 50 градусов Цельсия. Происходит интенсивное испарение, и водоем покрывается соляной коркой насыщенного красного цвета. Это связано с жизнедеятельностью цианобактерий, которые при повышении температуры начинают выделять характерный пигмент, что окрашивает корку. Глядя на кровавую гладь, сложно поверить, что временами натрон выглядит вполне обычно.
Из рыб в озере водится только щелочная тилапия, а также 3 вида микроорганизмов. Кроме того, здесь живут и размножаются редкие малые фламинго. Для остальных птиц и животных это прекрасное озеро несет смерть. Попав в опасную воду натрона, они моментально погибают, а их тела мумифицируются. Асфальтовое озеро Пич-Лейк, Тринидад. Пич-Лейк – смоляное или битумное озеро, где рождается настоящий жидкий природный асфальт. Асфальтовое озеро возникло 1000 лет назад в результате разлома земной коры в районе Карибского бассейна. Так из глубоких месторождений поднялась нефть и наполнила образовавшиеся резервуары на дне озера. Фактически Пич-Лейк – это огромная яма, наполненная смесью глины, воды и нефти, в которой постоянно что-то бурлит и происходит. Кроме того, асфальтовое озеро, как черная дыра, способно поглощать объекты, попадающие на его поверхность, и очень долго удерживать их. Так, из-под маслянистой глади была извлечена древняя индийская керамика, фрагменты скелета гигантского ленивца, зуб мастодонта. Ежегодно сюда прибывает около 20 тысяч туристов, желающих посмотреть на это чудо природы, прогуляться по его вязкой поверхности и даже поплавать. А высококачественный асфальт из острова Тринидад идет на экспорт. По некоторым подсчетам, его хватит еще минимум на 400 лет. Озеро Балатон, Венгрия. Крупнейший пресноводный водоем Центральной Европы расположился в западной части Венгрии. Озеро простирается на 79 километров на территории Среднедунайской равнины вдоль подножий гор Баконь. Его ширина колеблется от 1,2 до 12,4 километров, а средняя глубина составляет всего лишь 3,6 метра. Местные жители называют Балатон Венгерским морем за его уникальную форму, необычный рельеф, насыщенную йодом чистейшую воду и особый микроклимат. Дно озера выслано мелким песком, а вода в летний период прогревается до 25 градусов Цельсия. Вокруг озера растут виноградники и возвышаются вулканические горы, а в окрестностях располагаются курортные центры, гостиницы и кемпинги. Балатон считается жемчужиной Венгрии и самым популярным туристическим направлением страны. Озеро Нонгхан или море красных лотосов, Таиланд. В северо-восточном регионе Таиланда, в провинции Удонтхани, находится невероятно красивое озеро Нонгхан. Оно занимает площадь 32 квадратных километра и имеет глубину всего лишь 1 метр. На первый взгляд, это ничем не примечательный водоем. Но ежегодно в период с ноября по март это озеро превращается в море красных лотосов. На Нонгхан распускаются тысячи розово-малиновых цветков. Это невероятное зрелище привлекает сюда туристов из всех уголков планеты. Люди отправляются на лодочные прогулки по специальным проходам, чтобы как можно меньше тревожить цветочные поля. Наиболее завораживающе озеро выглядит рано утром с 6 до 11 часов утра, когда открываются бутоны лотосов. Это был топ-12 самых удивительных озер нашей планеты. Каждая из них особенная, неповторимая и достойна вашего внимания. Но если бы вам нужно было выбрать одного фаворита, на каком озере вы бы остановились? Делитесь с нами в комментариях.